Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. Притяжательные местоимения. Прежде всего, притяжательные местоимения выражают отношение принадлежности. В этом, собственно, и заключается и главная функция. Часовникът е мой. Эти часы мои. Или эти часы принадлежат мне. Притяжательные местоимения принимают род и число объекта, на который указывают. Чантата е моя. Это сумка моя, женский род. Якито е мое. Это куртка моя, средний род. Дрехите са мои. Это одежда моя. Множественное число. Помимо этого, в третьем лице, то есть для местоимений он, она, оно, они, притяжательные местоимения зависят еще не только от рода предмета, но и от рода хозяина этого предмета. Например, брат Ивана будет неговият, его, а брат Марии будет уже нейният, ее. Соответственно, сестра Ивана будет неговата, его, а сестра Марии нейната, ее. Далее, брат Гошку, среднего рода, потому что Гошка ребенок, будет также неговият, как и для мужского рода. А брат их, то есть для множественного числа, будет техният. Соответственно, сестра на Гошку будет неговота, а сестра их тяхната. Перечислим все притяжательные местоимения, которые только существуют. Мой, моя, мое, мои. Краткая форма ми. Твой, твоя, твои, твои. Краткая форма ти. Негов, негова, негово, негови. Му. Нейн, нейна, нейно, нейни. И. Наш, наша, наше, наши, ни. Ваш, ваша, ваше, ваши, ви. Техен, тяхна, тяхно, техни, им. А теперь подробно разберем каждое местоимение, начиная с местоимения мой. Мужской род мой, часовникът е мой. Женский род моя, чантата е моя. Средний род мое, якито е мое. Множественное число мои, дрехите са мои. Помимо родов и чисел, у полных форм притяжательных местоимений бывают еще и артикли. Моят шал е красив. Шалът ми е красив. Мой шарф красивый. Харесваш ли мой шал? Харесваш ли шала ми? Нравится ли тебе мой шарф? Для женского рода. Моята чанта е черна. Чантата ми е черна. Моя сумка черная. Моето яке е кожено. Якето ми е кожено. Моя куртка кожаная. Моите дрехи са нови. Дрехите ми са нови. Моя одежда новая. Притяжательное местоимение твой. Мужской род твой. Часовникът е твой. Эти часы твои. Женский род твоя. Чантата е твоя. Эта сумка твоя. Средний род твое. Якито е твое. Эта куртка твоя. Множественное число твои. Дрехите са твои. Эта одежда твоя. Мужской род полный артикль. Твоят. Твой часовник е тук. Часовникът ти е тук. Твои часы здесь. Мужской род неполный артикль. Твоя. Харесвам твой часовник. Харесвам часовника ти. Мне нравятся твои часы. Женский род. Твоята. Твоята чанта е черна. Чантата ти е черна. Твоя сумка черная. Средний род. Твоето. Твоето яке е кожено. Якето ти е кожено. Твоя куртка кожаная. Множественное число твоите. Твоите дрехи са нови. Дрехите ти са нови.
Это твоя одежда новая. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До widzenia!